Новомодным словом «блейжи» от английских слов «бизнес» и «лейжи» свободное время, досуг называют совмещение рабочей поездки и отдыха. На самом деле за новым термином скрывается достаточно популярная при Советском Союзе, но подзабытая в нулевые практика, когда сотрудник по собственной инициативе дольше на день или два задерживался в другом городе или даже стране, куда его посылали в командировку решать рабочие вопросы. Менеджер одной из столичных коммерческих компаний Дарья Чучелина давно мечтала побывать в Казани. Во время недавней командировки девушке удалось совместить приятное с полезным, пройти стажировку и посмотреть достопримечательности города. Командировка длилась 3 дня, со вторника по четверг, то есть в пятницу я должна была уже быть в Москве и выйти на работу. Но я взяла отгул, и у меня получилось целых 3 дня на осмотр достопримечательностей в Казани. И в воскресенье вечером я вернулась в Москву, отдохнувшей после полноценного отпуска. За рубежом многие компании давно используют блейжи в качестве поощрения отличившимся сотрудникам, а также для повышения мотивации к труду у новичков. В нашей стране, как показывает практика, пока чаще всего инициаторами продления командировок выступают сами сотрудники. За последние 5 лет, по результатам наших исследований, этот тренд вырос в показателях на 43%. И мы видим, что этот тренд будет развиваться, и планируем, что за следующие 3 года он достигнет 60%. Потому что для сотрудника это возможность выдохнуть после такого сложного периода командировочного, а для работодателя это огромная возможность дать сотруднику выдохнуть, для того, чтобы сотрудник вернулся с новыми силами, с новыми идеями, заряженный. Однако эксперты подчеркивают, о своем желании продлить командировку необходимо заранее сообщить работодателю. Без его согласия такой отдых могут счесть прогулом со всеми вытекающими из этого последствиями. Как правило, расходы на гостиницу и питание в отпускные дни рабочей поездки ложатся на самого сотрудника. Кроме того, в бухгалтерии предприятия вправе не оплачивать обратный авиа- или железнодорожный билет, если его дата не соответствует дню окончания командировки. Впрочем, нередко работодатель идет навстречу своим сотрудникам и сам продлевает время командировки на выходные. Обычно это бывает, если билеты на обратную дорогу в воскресенье значительно дешевле, чем в будни. В этом случае сотрудник наслаждается жизнью полностью за счет компании. Она оплачивает не только проживание, но и начисляет за эти дни командировочные.